Мотоциклы в стиле кафе-рейсер в последнее время стали очень модными. В сегодняшнем выпуске предлагаю вашему вниманию топ новых байков в этом стиле на 2021 год. Но сначала я напомню, что такое кафе-рейсеры. Это одна из самых популярных разновидностей городских мотоциклов, которые возникли в Великобритании в начале 60-х, где они гонялись по окружным дорогам Лондона. За основу брался стоковый мотоцикл и подвергался модернизации для достижения лучшей максимальной скорости и управляемости. И все это, конечно же, в ущерб комфорту езды. Но это мало кого волновало, главное — результат. Все переделки делались с оглядкой на тогдашние особенности спортивных мотоциклов. Не так давно и всемирные производители подхватили эту идею и стали выпускать мотоциклы в этом стиле уже с конвейера. О них сегодня мы и поговорим. Открывает топ Suzuki SV650X, который с точки зрения механики такой же, как и стандартный SV650. Он имеет двухцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 645 кубических сантиметров, выдающий 72 лошадиные силы максимальной мощности и 64 ньютон-метра крутящего момента. Стальная клетка рамы также позаимствована у стандартного СВ, как и стальной маятник. Передняя вилка обычная 41 мм с ходом 125 мм. Основными различиями между SV650X и стандартным SV650 являются руль и внешность. Новый X использует клипоны, что много ниже и уже, чем трубный руль в стандартном байке. Также SV650 имеет иные обтекатели головной фары и тела в точке соединения рамы и бака, а также слегка повышенное седло с ребристыми строчками и коричневой обработкой, придающими байку знакомый стиль кафе-рейсера. За новенький мотоцикл на данный момент просят около $9000 или примерно 650 тысяч рублей. На пятом месте расположился Husqvarna Vitpilot 701. Модель позиционируется производителем как безупречный, компактный и маневренный городской байк, оснащенный самым мощным одноцилиндровым мотором, существующим на сегодняшний день. При объеме в 692 кубических сантиметра двигатель выдает 75 лошадиных сил максимальной мощности и 72 ньютон-метра крутящего момента, который дозируется с помощью электронной ручки газа. Мотоцикл также имеет уже в стоке проскальзывающее сцепление, отключаемый трекшн-контроль, ABS и Quick-Shifter. Мотоцикл весит 168 кг со всеми жидкостями. За новенький байк попросят около $12 000, что примерно 900 тысяч рублей. Далее у нас идет Ducati Scrambler Cafe Racer. Название говорит само за себя. Итальянцы сделали фабричный кафе-рейсер на базе скрэмблера. Мотоцикл комплектуется 803-кубовым L-образным двухцилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения, который стал слабее в 2021 году на 2 лошадиные силы и выдает 75 лошадиных сил максимальной мощности. Стиль мотоцикла черпает вдохновение из легендарной спортивной классики Ducati. Scrambler Cafe Racer, как и положено стилю, комплектуется клипонами с зеркалами заднего вида, спортивным передним крылом, алюминиевыми спицевыми колесами, классическим сиденьем и боковым креплением для номерного знака. Стоимость нового мотоцикла около $11 000 или примерно 800 тысяч рублей. Бронза достается Honda CB1000R Neo Sports Cafe. Его рядный четырехцилиндровый двигатель от предыдущей модели был перенастроен. Максимальная мощность увеличилась до 145 лошадиных сил, а крутящий момент возрос до 104 ньютон-метров. Передачи шестиступенчатой коробки были укорочены, что уменьшило максимальную скорость, зато улучшило динамику.
Внешность мотоцикла получилась довольно вызывающей. Это обрубленный хвост с минималистичным задним фонарем в виде светодиодного полукруга и светодиодная фара с изысканной пластиковой обводкой. Мотоцикл получил много различных электронных помощников. За новенькую Honda сейчас просят около 19 тысяч долларов или 1 миллион 400 тысяч рублей. Это самый дорогой мотоцикл в сегодняшнем топе. На втором месте расположился Kawasaki Z900 RS Cafe. Эта модель не предлагает никакого Neo, только максимально приближенный стиль кафе-рейсеру. Z900 RS Cafe комплектуется тем же двигателем, что и Naked Z900. Это рядная 948-кубовая четверка, которую специально дефорсировали для моделей Z900 RS и Z900 RS Cafe со 125 до 111 лошадиных сил. Но крутящий момент при этом остался тем же — 98 ньютон-метров. По словам Kawasaki, то, что принесли в жертву 14 лошадиных сил, дает вам двигатель, имеющий хорошую отдачу ниже 7000 оборотов в минуту. Плюс к этому первая передача была укорочена для лучшего старта с места после остановки. За новый Kawasaki Z900 RS Cafe просят сейчас 14 тысяч долларов, что примерно 1 миллион 50 тысяч рублей. Ну вот мы наконец добрались и до лидера. Это настоящий кафе-рейсер, который максимально приближен к родоначальникам этого стиля — Triumph Traxxon RS. Он комплектуется классической британской 8-клапанной параллельной двойкой объемом 1200 кубических сантиметров, правда жидкостного охлаждения. Одной из главных особенностей которого является впечатляющий крутящий момент в 112 ньютон-метров, достигаемый уже на 4250 оборотов в минуту. Максимальная мощность составляет 103 лошадиные силы. Мотоцикл, как и все в топе, обладает современным пакетом электроники. Плюс к этому имеет топовую подвеску. Это передняя 43-мм вилка Showa перевернутого типа и два амортизатора Öhlins сзади. Все полностью регулируемое. Тормоза тоже огонь. Это два передних плавающих тормозных диска Brembo диаметром 310 мм с четырехпоршневыми моноблочными суппортами Brembo M50 с ABS. Правда, ценник далеко не слегка кусается. За этот мотоцикл просят около 18 тысяч долларов, что примерно 1 миллион 300 тысяч рублей.